Я хочу поговорить немножко с теми, кто, невзирая ни на что, поддерживает войну в Украине, поддерживают вторжение России в Украину. В частности, ну, с теми людьми, кто является моими подписчиками или зрителями на протяжении вот уже, ну, там, нескольких лет. Понимаете, друзья мои, вам просто ссут в уши. Вам конкретно ссут в уши. Если вы думаете, что здесь происходит, что во всех роддомах здесь и в больницах прячутся какие-то нацисты, нацики, понимаете? Вам ссут в уши. Нету, не существует в Украине никаких нациков. То есть они, может быть, в каком-то количестве присутствуют в политическом поле, как в любой другой стране. Но обычно эти партии, ну типа партия «Свобода», например, и то это не партия нацистов, это партия, ну, националистов, с националистической риторикой. И обычно такие партии у нас не набирают больше 1,5% на выборах, понимаете? Они даже не проходят в парламент. Ну, просто это объективная реальность. И вам конкретно суд в уши. И беда в том, даже не в том, ну, скорее так, беда даже не в том, что суд, беда в том, что вы верите. Беда в том, что вы рады верить. Потому что это же абсолютное вранье. Например, вот сбивают ракеты над Ахмадетом. Я в Ахмадете, в Киеве. Ахмадет — это киевский центр, типа как больница и медицинский центр для детей. Вот у меня вопрос. Там, наверное, тоже нацики засели. Разбомбили роддом Лелека в Киеве. Наверное, там тоже были какие-то мифические нацики. Я сколько живу лет, вот, то есть я значительно старше, чем я выгляжу. И сколько я живу, я родился еще во времена Советского Союза, друзья мои. И вот с тех пор я что-то ни разу никаких нациков в своей стране не видел. Понимаете, какая штука? Ну вот ни разу. Я даже не знаю, как они выглядят. Ну вот вы хотя бы покажите их мне. Ну, наверное, у вас пропаганда показывает каких-то нациков. Чтобы я хоть знал, как они выглядят. Если увижу на улице, чтобы я перешел на другую сторону. А правда в том, что выходит так, что у нас вся страна нацики, понимаете? У нас сейчас президента и его действия поддерживают от 90 до 95% человек. Ну, опросы разные, поэтому, ну, вот я так говорю, но от 90 до 95%. И если я не ошибаюсь, журнал Time признал Зеленского самым влиятельным человеком в Европе на сегодняшний день, самым влиятельным лидером Европы. И как бы, понимаете, какая штука? У нас люди возвращаются в Украину сотнями тысяч, чтобы воевать за свою страну. Наверное, они просто нацики. Они не любят родину, не любят страну, не любят свои семьи, не хотят их сберечь. Они просто все нацики. Вот давайте я вам расскажу пример человека, которого все вы знаете. Пример Лены. Лена на момент начала войны была в Европе. Когда началась война, Лена всеми силами пыталась вернуться обратно. И вернулась. Это было не так, чтобы очень легко, ей немного повезло. На границе, ну, в общем, получилось через волонтеров сесть в бусик и быстро доехать тут. Львовская область, она, в принципе, ну, она ж граничит с Польшей, поэтому, в общем, она вернулась. И знаете, чем она сейчас занимается? Она волонтер. Она волонтерит на Львовском вокзале, где форменный ад происходит. Потому что через Львовский вокзал в Польшу за последние 3 недели, знаете, сколько людей выехало? 2 миллиона человек. И вот она волонтерит на вокзале, она плетет сетки маскировочные для армии. Например, вот вчера плела. И, наверное, теперь она тоже нацик какой-то мифический. То есть она вот была нормальным человеком, и тут вдруг еще произошел какой-то щелчок в вашем мозгу, и она для вас стала нациком. Вы вообще осознаете, насколько это тупо? Вы осознаете, насколько тупо звучат все вот эти вот дурацкие обвинения про то, что мы сами себя бомбим? Ну, то есть, наверное, я сам себя сейчас должен взять из автомата, каким-то образом взять себя, расстрелять с расстояния, не знаю, в 500 метров. А я вам расскажу сейчас еще одну историю. Историю с моей подружкой Юлей, с которой я много лет путешествовал. Ну, фактически мы жили вместе, путешествовали много лет подряд. Каждое лето, весна, осень. Мы были вот не разлей вода. Потом она вышла замуж, у нее появился ребенок, грудной ребенок. И вот с этим вот самым грудным ребенком ее украли российские диверсанты в Ирпене.
вместе с мужем, когда они пытались выбираться. И это было довольно стрёмно, как я понял. То есть они ездили, собирали на автобусе людей. Были одеты по гражданке, вот, и обманом, ну, обманом как бы завлекали людей в автобус, чтобы впоследствии использовать их в качестве живого щита. И когда люди попадали в автобус, то там уже начинался совсем другой разговор. И это объективная реальность, в которой мы живем, понимаете? Это не тот понос, который вам льют в уши по федеральным каналам вашим. Это вам не Скобеева и не Соловьев, они вам этого не расскажут. Но это реальность, в которой мы живем каждый день. Это тревоги воздушные, это бомбежки, это обстрелы бесконечные, это мародерство и воровство. И оно происходит на самом деле. И это вам не сказочки. Более того, многие это воспринимают и, ну, проявляют свою как бы самую низменную сторону. Вот как будто то, что сейчас происходит, проявило их сущность, может, в какой-то мере. И они пишут странные, оскорбительные, насмешливые комментарии. Это, знаете, какая штука? Это вам сейчас смешно. Санкции, они действуют, ну, на протяжении какого-то времени. И вот посмотрите, что сейчас творится с вашей экономикой и с вашими магазинами. Объективно посмотрите, реально. Не надо мне ничего писать по поводу того, что вот, да мы тут, а у нас все классно, да мы такие крутые, героичные, да вообще идите вы нахер, укропы, а мы тут вас всех. Это все чушь собачья. Это все чушь собачья, и пока что это хихоньки-хахоньки. Пока что это, ну так, смехуёчки, знаете. Это пока. Это как бы подумайте о том, если то, что происходит у вас сейчас, ну как бы в таких масштабах, да, подумайте, во что это выльется через месяц, через 2 месяца, через год. Подумайте о том, где вы будете покупать прокладки и памперсы для себя и для своих детей. Подумайте о том, где вы будете брать бумагу, если ее уже нет. Подумайте о том, где вы будете отдыхать, если все нормальные как бы производители, все нормальные рестораны, вся экономика ваша загибается. Если не будет кинотеатров, а их не будет, потому что не будет голливудских студий и прокатчиков, которые захотят работать с Россией. Их уже нет, они все ушли. И тогда кинотеатры просто не выживут в таких условиях. Тем более они не выживут в условиях ограничения торговли с валютой. Это невозможно. И все это объективная реальность, которая пришла в вашу страну. И понимаете, в чем дело? Мы, допустим, представим себе ситуацию, ну, вот даже если вы какой-то упоротый совершенно кремлебот, ну, допустим, гипотетическую ситуацию, ну, как гипотезу, что Украина отбилась. Ну, вот она отбилась, да? И были заключены какие-то мирные соглашения, там что-то в этом роде. Войска России покинули территорию Украины, а санкции в России остались. И дело в том, что производители, прокатчики, которые от вас ушли, они ушли не потому, что их заставили. Они просто не хотят иметь ничего общего, и они не вернутся. В ближайшие годы возвращения их ждать не стоит. И как бы даже если какие-то санкции, допустим, вам включат обратно для ваших банков SWIFT, это абсолютно ничего не решит. Это просто поможет богатым людям зарабатывать дальше, не имея каких-либо ограничений. И проблема в том, что они-то будут зарабатывать на своих русалах, на своих других там предприятиях. Короче, ваши олигархи будут дальше иметь возможность при включении SWIFT, будут дальше иметь возможность вести какие-либо отношения с иностранными финансовыми учреждениями. Но для вас это, поверьте, большой роли не сыграет. Потому что вы все так же не сможете ходить в кинотеатры, потому что у вас будут ограничения по валюте, потому что у вас не будет производителей нормальных дальше, потому что ваша страна превратится в Северную Корею, в которой нету соцсетей, понимаете? Ну просто их нет, Инстаграма нет, Фейсбука нет, остался контакт ФСБшный этот, который просто тупо сажает людей за репосты и лайки. У нас в стране не сажают людей за репосты и лайки, понимаете? Ну, если ты пророссийский сильно чувак и занимаешься пропагандой российской, вот, то тебе могут голову разбить на улице, но это другое. И да, тебя могут посадить в военное время, естественно.
Но до начала активных боевых действий, до 24 числа, у нас была даже такая фракция в парламенте ОПЗЖ. И у них была конкретно пророссийская риторика. Это все есть в Ютубе, это можно посмотреть. Их выступления. И никто их не сажал, понимаете? Потому что в стране есть свобода слова и свобода мысли. И это очень важно. И я был, с одной стороны, я тоже, ну, как бы за свободу. Если вот вы хотите быть упоротым кремлеботом и верить в бандермобили, верить в птиц, зараженных биологическим оружием, которое действует избирательно по генетическому признаку, выбирая только россиян исключительно. Если вы в такую чушь можете поверить, ну, а это чушь, потому что, ну, просто потому что это даже базовый курс школьной химии, не химии, господи, ну, биологии, простите, даже базовый курс школьной биологии полностью опровергает какие бы то ни было подобные вообще измышления. Это абсолютный бред. И верить в это может человек, который даже в школе не учился. Ну, если вы себя считаете человеком, имеющим хоть какой-то мозг, то вы должны просто остановиться и задуматься над тем, что происходит. Вы должны остановиться и посмотреть немножко в будущее, понимаете? На месяц, на два, не на десятилетие, на полгода, понимаете? Что будет с вами? Как вы будете выживать? Как вы будете работать, когда не останется работы? А работы, поверьте, работы будет все меньше. И это просто тоже объективная реальность, потому что производители уходят. А значит, уходят и связанные производители, вторичные. Они просто закрывают производство, потому что изучите немножко экономической теории. Это все очевидно. Это все на поверхности. И зарплаты особо, ну, вам никто не повысит, потому что денег в стране нет. И даже если их повысят, это будет просто бумага. Это будет как, понимаете, 90 какой-нибудь 4-й, 5-й год, 98-й год. И вам в этом жить. Если вы готовы в этом жить, более того, если вы готовы поддерживать такую жизнь, то вам не место здесь. Ну, вам не место у меня на канале, понимаете? Мы с вами никогда не найдем общий язык. Мы с вами никогда не сможем, ну, как бы, найти какую-то общую точку зрения. Потому что, потому что не существует в Украине никаких нациков. Потому что не может быть в стране с президентом евреем, не может быть никаких нацистов. У нашего президента еврея тоже есть отец. И у этого отца было 3 брата. И все эти 3 брата, они были убиты в годы Второй мировой войны. Были убиты немецко-фашистскими захватчиками, понимаете? Не какими-то мифическими украинскими нациками, а фашистскими захватчиками. И даже тот нацик, которого пропаганда у вас поливает говном, Бандера, так называемый нацик, какой он в жопу нацик, если он сидел в концлагере? Если я не ошибаюсь, 3 года. Он просидел в концлагере, в плену. И потом, а его брат в этом самом плену немецко-фашистском погиб. Он не выжил. И когда ему предложили сотрудничество, он категорически отказался. И поэтому он сидел в лагере. И он никогда не сотрудничал с нацистами. Понимаете, в чем дело? Он просто воевал. Он был повстанцем. Он воевал за свободу народа своего, украинского. За свободу земель. Потому что люди в Западной Украине абсолютно не хотели видеть здесь каких-то персонажей советского толка, которые проводят коллективизацию и учат других, как жить. И это абсолютно нормально, я считаю. Ну, я тоже их не хочу видеть здесь. Меня тоже не надо учить, как мне жить в моей стране и как мне родину любить. Ну, мне не надо. А теперь посмотрите на себя со стороны. И представьте, что вы находитесь на моем месте. Представьте, что в вашу Россию вторглись какие-либо войска и начинают учить вас, как родину любить. Начинают рушить ваши города, равняя их с землей. Начинают убивать людей. И воюют не с военными уже, а воюют с обычными мирными людьми, тупо расстреливая их на улицах. Это объективная реальность, в которой мы живем. У нас российские войска расстреливают людей на улицах, и это факт. Это называется зачистка. Они заходят в поселок и просто зачищают его. Все пространство вокруг себя, где они живут, они просто тупо вырезают.
Или если люди сидят в подвале, то их там закрывают и не дают им ни еды, ни воды. Вот они там сидят. Я понимаю, что это слышать неприятно, но это правда. Это так. Я понимаю, что вам неприятно слышать о том, как мою подружку похищали с грудным ребенком. Но это правда, это существующая реальность, это было. И было не с кем-то по телевизору. Это было с человеком, которого я лично знаю очень много лет. Очень много лет. Ну, не меньше 15 лет я ее знаю. Ну, вот как-то так. И вам лучше отписаться от меня. Я просил неоднократно это сделать, но многие так и не отважились. Вам лучше отписаться. Если вы хотите остаться при своем мнении, вам лучше просто отписаться от меня, потому что никаких общих, ничего полезного для себя вы у меня на канале не увидите больше. То есть вы не увидите здесь поощрения российских войск. Этого не будет никогда. Просто никогда не будет. Безусловно, я цивилизованный человек, и вообще мы живем в цивилизованной стране, и я отделяю нормальных россиян от тех, кто поддерживает войну всеми фибрами своей души. Вот. И нормальные россияне, имеющие совесть, достоинство, благородство, порядочность, я думаю, что им просто стыдно за своих сограждан. Я думаю, что им стыдно за эти буковки Z идиотские, которые, честно говоря, вместе вот с этим зигованием правой рукой, а, с этим массовым помешательством, все это очень напоминает вот со стороны. Это действительно чем-то напоминает то же массовое помешательство, которое было в нацистской Германии во Вторую мировую. Не приходило вам в голову? Но это действительно так. Это похоже. Это похоже. Вот этот вот шабаш на Лужниках, это идиотизм вот этот, понимаете, который происходил. Это все очень напоминает. Вот эти буковки В и Z очень напоминает. Это может не нравиться, как это звучит, но, блин, это так. Это просто так есть. И вот со стороны, ну, мы-то смотрим со стороны, мы же не живем в вашей этой реальности. Нас никто здесь не запугивает и не сажает за распространение фейков. Понимаете? Вас сажают за распространение информации о войне, за слово «война», за слово «нет войне». Принимают и сажают. Это вообще можно представить? За белые листы, просто выйти с белым листком, это просто даже в голову не влазит. Это конкретная Северная Корея, ребята, у вас начинается. И если у вас осталась хоть капля мозга, я бы вам рекомендовал просто уезжать. Просто уезжать. Потому что то, что начнется в вашей стране, мы, допустим, отбились. Опять же, гипотетически представим, мы отбились, а вам-то жить дальше. И вот подумайте, как вам жить дальше. Подумайте, что вы стали изгоями. Ну вы просто изгои. Потому что сейчас за границей, куда бы вы ни поехали, вас в первую очередь, вы попробуете снять жилье в той же Финляндии, в Германии, в Польше. Я про Украину я даже не говорю. В Англии вас в первую очередь спросят, кто вы. Если вы россиянин, второй вопрос будет, как вы относитесь к войне в Украине. И не дай вам Бог сказать, что вы ее поддерживаете. Вас никто никуда не поселит. Вас могут выгнать из магазина и из ресторана. Это просто так есть. И это нужно осознавать. Вам нужно осознать, что ваша власть, ваши пропагандисты умудрились вбить вам в голову, что весь мир является вам врагами, а это не так. Именно ваша власть сделала врагами весь мир. Весь мир. Украину поддержала, чтобы вы знали, 141 страна. 141. Россию поддержала Эритрея, Северная Корея, Беларусь и Сирия с безумным Башаром Асадом. Поэтому я не знаю, на что вы рассчитываете. Я не знаю, как вы думаете жить дальше. Но если вы, в который раз я повторяю, если вы это поддерживаете, весь тот хаос, который привнесла Россия в Украину, вам на моем канале делать нечего. Отпишитесь, пожалуйста. Желательно прямо сейчас.